Приветствую, земляне! У микрофона Планета, а это новый ролик по игре Watcher of Realms. А в данном ролике буду рассказывать, а самое главное, показывать, как всеми, в принципе, известными героями набивать на матрице 250 тысяч механизмов. Здесь не будет рекомендаций, кого кем заменить. Здесь будет четкий состав, показ того, что он может. Спасибо большое Воджу, который предоставил свой аккаунт для набития данной цифры. Поэтому присаживайся поудобнее. Начинаем после небольшой рекламы. Эй ты! Да-да, именно ты! До сих пор не знаешь, как задонатить в игру или пополнить Steam быстро и выгодно? Сегодня это не проблема, ведь есть Donatov.net. Подписка на сервисы, изобилие популярных игр, все собрано на одном сайте по самым лучшим ценам. Ты можешь быть уверен в выгоде операции, ведь она дешевле, чем в самой игре. Наш любимый Watcher of Realms не исключение. Больше не нужно передавать свои личные данные, для пополнения достаточно только ваш ID. На сайте расписана подробная инструкция для пополнения вашего аккаунта. А при регистрации по моей ссылке ты получишь купон со скидкой на первую покупку. Земляне, у донатов нет, можно принять участие в бесплатных ежедневных раздачах. Лутайте декоины и сразу пополняйте любимые игры. Итак, земляне, в принципе, кто следит за рейтингом, могут обратить внимание, что сейчас аккаунт, на котором мы пробивали 250 тысяч механизмов, находится на первом месте в общемировом рейтинге. Здесь у нас имеется единственная героиня, с которой в принципе можно достигать 250 тысяч, и она новенькая у нас. Это говняная лимитка, которую я уже успели, прозвать так. Это Акира. Здесь показываю, насколько эта лимитка говняная. Тут третья пробуда на ней, понятное дело, там артефакты, все это мы с вами посмотрим, я вам покажу. Но в целом героиня очень круто себя показывает. Перед тем, как уже перейдем к составу, к таймингам и прожатиям, почему так, а почему вот так вот делать стоит или не стоит, наверное, стоит все-таки показать, как работает Акира и как выжимать из нее максимум на матрице, чтобы она у вас дамажила очень и очень неплохо. Смотрите, какая ситуация. Акира у нее есть 8 целей. Она может бить 8 целей со своей базовой атаки. Если вы ее выставляете вот таким вот образом, ставите, она будет бить у нас сейчас цели. В принципе, сейчас бьет босса, нормально. И тут начинает стрелять вот в мобов, мы ультуем. Все, ультуем, она здесь начинает стрелять. И вроде бы все в порядке, урона здесь много мы не заимеем. Просто выставляем сюда вот нашего, так сказать, фантома. А теперь давайте же продемонстрирую вам некий прикол. На первой пробуде у нас фантом получает эффект ульты Акиры. И какая у нас здесь ситуация? То есть, если мы выставляем Акиру вот так вот, смотрите, что будет происходить. Сейчас Акира будет стрелять по боссу, и только мобы выйдут, она будет стрелять себе за спину и будет там цеплять периодически мобов спереди, как вы видите, А теперь, внимание, я Акирой ультую. Давайте будем смотреть, сколько же у нас целей будет получать урон, Теперь давайте поставлю сюда вот так вот клона и будем смотреть, что будет делать клон. Клон, давайте я уберу Акиру, посмотрим. Клон у нас делает абсолютно все то же самое. Стреляет в 2 линии. А кто запретит вообще? Поэтому, если вы бьете Акирой и вы не впечатлены ее уроном, сделайте вот такое вот упражнение, и спина на матрице болеть у вас точно не будет. Так, давайте же непосредственно буду комментировать фазы. Сначала прокомментирую магическую фазу, потом вы посмотрите всю фазу боя, и потом физическую. По поводу Акиры еще хочу добавить. Если Акиры на первой пробуде у вас не будет, то с фантомом вот такие вот манипуляции, как я показал, смысла нету проводить. Хотя, в принципе, она с ракетного своего шквала, с пассивки, тоже бьет на дальнюю дистанцию. Это, в принципе, можно абузить, но будет лучше, наверное, выставлять ее конкретно на какую-то линию, где у вас идут просадки. Мы с этим еще, с вами детальнее поговорим об этом. В общем, пачка вот такая вот. По поводу расстановки сейчас вам покажу. По шмоту также все в конце каждого боя, все это вы будете видеть. Вернее, даже по шмоту все покажу уже в конце, прокомментирую. Давайте смотреть.
Если в начале у нас в принципе все плюс-минус нормально работает, то здесь скорее лучше обозначить табуретку. То есть вы табуретку выставляете и переключаете ее в соло-стойку, возвращаете ее обратно где-то на 7.14, на 7.12. Все плюс-минус зависит от того, сколько у вас скорости атаки. Если у вас интервалка идет 1,5 секунды, то первое переключение у нас идет 7.12. Да, вы правильно услышали. Первое переключение у нас будет 2 переключения табуретки. Самый идеальный вариант, когда она входит в перегрузку на один раз забой больше, чем обычно, это интервалка 1,4 секунды с амулетом на скорость атаки. Там тайминги чуть-чуть сдвигаются, это тоже можно практиковать, но там у вас должен быть супер-мега жесткий котлетный шмот. Я не знаю еще, как его прокомментировать. В общем, здесь все остальное, как уже 150 раз показывали, как рассказывали, вот, выставляемся. Единственное, Валару выставляете вот сюда вот, не под босса, а вот тут, так урона у нее по наблюдениям больше. Короче, что у нас здесь происходит? Здесь у нас Розалия, получается, одета чуть-чуть своя, чтобы она успевала и нормально входила в каждую фазу без задержек. Так как у нас идет сдвиг по таймингам пактов, начиная уже с 3-го пакта, важно, чтобы у нее хотя бы было какое-то восстановление ярости, чтобы она не выбивалась. Окей, хорошо. По поводу Претуса, смотрите сами, как он у вас заливается или нет. Его можно включать вообще 2 раза. Здесь ситуация какая? То есть только заканчивается пакт безмолвия, смотрите. Претус выйдет из ульты своей, у него уже там плюс-минус он начнет очень быстро по эрозии заливаться, так как Претус хотя бы на первой пробуде очень хорошо себе восстанавливает ярость, и после переполнения распада до каста прокола можно ультовать Претусом спокойно вообще. Все, эти нюансы все есть. Тайминги прожатия у нас все плюс-минус идентично, вы прожимаете героев где-то перед кастом пакта, когда у нас только прокол, да, появляется, то есть тентакля. Вот смотрите, прицельный удар, хоп, и все, сейчас мы начинаем кастовать всеми. Вельзевулом, Деми, Валара, Претус, и также там плюс-минус переключаемся Эзаретом. Если у вас Эзарет на 3-й пробуде и выше, то можно переключаться раньше, чтобы он как бы нормально наедался и успевал, ну, во-первых, чтобы он не съедал много копий макаки, потому что если у вас Эзарет не А3, он у вас должен съедать будет больше количества копий или вообще каких-либо миньонов, чтобы восполнять себе глазки. И тогда вы можете оставить макаку без копий, и сам макака получит прокол вместо копий, и вы как будто бы проиграете, потому что макака не выживет прокол, да, то есть пассивка слетит и до свидания. Так, важная информация теперь по поводу Эзарета, потому что сейчас мы уже плавно подходим к таймингу переключения 2-го раза табуретки. Смотрите ситуацию. Когда у нас там где-то, ну, плюс-минус остается 3 минуты, может быть даже 100 тысяч механизмов, как вы видите на ваших экранах, мы вне пакта начинаем жонглировать Эзаретом. То есть мы его переключаем, тратим несколько глазиков, потом возвращаем обратно, он съедает копию макаки, у него снова фулл стаки. Это все будет работать на 3-й пробуде, если Эзарет будет ниже, то все это будет происходить медленнее, ну и КПД будет от этого, естественно, ниже. Вот смотрите, сейчас вы можете видеть это, в принципе, сами на своих экранах, то есть мы сразу же, видите, я переключил снова Эзарета, вот у нас пошел прицельный удар, я его возвращаю, он опять наелся, и можно его обратно перед пактом включать и тратить снова свои глазки. Ну и последний нюанс на магической фазе, который поможет вам повысить ваш урон, если у вас есть, в принципе, данная метовая пачка, но вы не можете понять, что у вас не так с героями, то сейчас вашему вниманию прикол с табуреткой. Смотрите ситуацию. 2 минуты у нас здесь проходит, мы переключаем табуретку в соло-стойку и обратно. Все будет зависеть, тайминги переключения конкретно от вашей интервалки, начиная от 2.12 и заканчивая как раз таки 2 минутами, чтобы она у вас еще успела дать пару своих перегрузок в пакты, как это нам нужно, потому что если у вас интервалка 1,5 секунды, то тайминг вхождения в перегрузку у вас будет разный. Еще раз повторяю, можете себе записать, не знаю, 36 секунд. Табуретка входит в перегрузку, если у нее интервалка 1,5 секунды, и 33,6 секунды, если интервалка у нее 1,4 секунды.
Поэтому здесь вы можете подстраиваться, смотреть, какая у вас интервалка, учитывайте еще бонус Пантеона, бонус сферы эйфории от Эловин, ну и так далее. Если у вас там есть еще какие-то повышатели скорости атаки, вдруг кто-то играет с Эвномией вместо Эловин, я не знаю, но это тоже стоит учитывать. Теперь вроде бы по магической фазе все вам рассказал, давайте подытожим. 3 фишки. Первая фишка. Переключаем табуретку на начальных таймингах где-то в 7.12, 7.17, в зависимости от вашей интервалки атаки. Вторая фишка. Претус. Претуса прожимаем периодически 2 раза за фазу. Не знаю, как это влияет, но урон повышает очень даже неплохо. И третья фишка, это у нас переключение изарета, начиная где-то там от 3 минут, в зависимости от того, сколько у вас стаков и какой у вас урон. Ну и естественно пробута самого изарета тоже влияет. Ну и дополнение к первой фишке табуретки, мы ее переключаем еще и где-то на 2 минутах, с 2.12 в промежутке до 2 минут. Здесь уже играйте сами со своей интервалкой. Поэтому приятного просмотра. Запускаю вам битву магической фазы заново полностью. Встречаемся уже в конце на физической фазе. No. Face this, but then Итак, вот она физическая фаза. Здесь, в принципе, нюансов как таковых особо нету. Единственное, что это у нас нюансы будут в прожатии Эйдрина.
Ну и Эйдрина статов. Статы его я покажу потом. По поводу Акиры, фишка с фантомом, чтобы ставить ее зеркально, конкретно в данной проходке не использовалась. Потому что, как говорится, хорошая мысля приходит опосля. И в момент записи видоса меня осенило, что, ну, наверное, можно с фантомом это и делать. И поэтому в демонстрации, как работает Акира, это был своего рода такой тест в онлайне. Потому что я изначально даже не знал, будет ли фантом делает то же самое, что и она. Хотя, по сути, в первой пробуде так и написано, что мы выставляем фантома, и фантом уже находится в состоянии ультимативной способности Акиры. А Акира в ультимативной способности расширяет дальность атаки и повышает количество целей, которых она может пробивать. И поэтому я думаю, что здесь можно было выдать куда больше, чем 104 тысячи механизмов, хотя по факту, может быть, мы и больше стаков заимели, поэтому, как говорится, не попробуешь, не узнаешь. Но рекомендую попробовать, потому что очень даже весело получилось. Как вы видите, Акиру ставлю здесь. У нас выставляется здесь вот так вот Гуань Юй, бафается Дурзой, а эйрлиской мы бафаем Акиру именно, да, потому что Эстрид у нас не будет теперь бафаться. Дальше мы выставляем Эйдрина, Эстрид и Вальдерон. Ардею и Досоми мы будем выставлять чуть-чуть попозже. То есть Ардея выставляется в тайминге где-то 7.17, 7.15, в зависимости от ее интервала атаки, потому что мы здесь подстраиваемся также под ее ультимативную способность с пактом. Ну и Досомика выставляем, чтобы, ну, он зарядился и начал уже давать свои вдохновения, и лишнего там хила ничего такого не накидывал. Короче, ситуация по поводу Эйдрина. Смотрите внимательно. То есть сейчас у нас будет первый пакт. Мы стараемся ультить Эйдрином где-то, ну, буквально, если конкретно в данной проходке, ну, 4 минуты, да, там, то есть до 3-2 минут я ультую Эйдрином под конец пакта безмолвия. Зачем это делается? Чтобы мы навесили дебаф Эйдрина, который имеет цепочку, да, взрывную, то есть когда цель погибает под его вот этим дебафом, она начинает наносить взрывающийся урон вокруг, и мы пытаемся прожать ульту так, чтобы мобы были подбитые, уже сразу же взрывались и запустили цепь, чтобы в моменте очень быстро спустить стаки пакта до максимально возможного уровня, да. Дальше. Мы следим за тем, чтобы у нас как раз таки именно в конце было прожатие. Зачем? Потому что после этого у нас будет первый прокол, и мы должны этот первый прокол получать в ультимативную способность. Потом Эйдрин тратит все свои щиты, выкидывает, и второй прокол он уже как бы ловит его в свое хп. Очень важно, и здесь, ну, как бы желательно бы подрандомить, чтобы Эйрлис с помощью своего артефакта легендарного, который дает избыточный щит, вернее, избыточный хил в щит превращает, она должна этот щит наложить, потому что по механике щит абсорбит определенную часть урона, и даже если удар ваншотный, он не ваншотный. Ну, в общем, я попытался объяснить простым языком. Те, кто знает эту механику, знает, те, кто не знает, с подключением. И смотрите по Эйдрину. Как только Эйдрин у вас после второго прокола начинает прокать пассивку Эйрлис, которая спасает его от летального урона, вам нужно менять стратегию прожатия Эйдрина. А менять каким образом? В момент, когда у нас босс кастует прицельный удар первый, перед получением удара, смотрите, прожимать Эйдрином ульту. Это будет работать, если он хотя бы на первой пробуде, потому что он тогда на себя накидывает дополнительный щит, и у вас угроза летального урона по Эйдрину нулевая. Последний еще нюанс, и будем смотреть уже бой непосредственно, это ультимативная способность Акиры. Вы ею ультуете, можно сказать, по кулдауну. Единственный момент, это важно, чтобы она у вас откатывала фантома до каждого пакта. Смотрите, что происходит. Я выставляю Акиру и сразу же ею ультую. И так мы будем делать всегда, потому что она себе заливает очень хорошо ярку, когда под щитами, как вы видите, она вот вышла, у нее уже пол ульты, и сейчас она в пакт спокойно себе будет как бы с ультимативной способностью. И смотрите суть. Когда у нас Эйдрин получает прокол, вот только вы увидите тентаклю, туда щупальца, вы должны уже выставлять фантома.
Фантом длится там что-то около 15 секунд, пакт у нас длится 10 секунд, зарядка пакта длится 5 секунд. Поэтому, как только вы выставляете фантома, он 5 секунд бьет вне пакта, 10 секунд бьет в пакт и пропадает. И вам потом важно с ультимативной способностью, чтобы Акира очень хорошо добивала цели. И, как вы знаете, с пассивки, да, с таланта, вернее, Акиры, каждый убитый враг откатывает время респауна ее фантома на 1 секунду, то есть вплоть до 30. Сам фантом длится 60 секунд, его откат. Мы сбрасываем до 30, и она, получается, с пакта до пакта должна все это у нас откатывать. Здесь уже все будет зависеть от урона, который наносит ваша Акира, от урона, который наносят ваши другие герои, чтобы они не перебивали Акиру. И рекомендуемая сторона, где у нас будет стоять Акира, если вы будете расставляться по-другому, это Эстрид и еще кто-то. Если вы сравните, да, к примеру, Ардея и Гуаньюй и Эстрид, ну здесь логично, что с Эстрид будет проще соревноваться в добивании мобов, чем с Гуаньюем и Ардеей. И у вас будет больше шанс, что у вас фантом будет откатываться от пакта до пакта. Сразу хочу добавить, что за 3 пакта до конца боя плюс-минус у вас фантом может один раз не успеть. Вы этот пакт пропускаете, ультуете чисто одной Акирой, а потом делаете все то же самое, как и в начале. Прокол на Эйдрина, сразу же выставляете фантома, прожимаете Акиру, в общем прожимаете всех героев, и у вас под конец боя опять-таки все так же будет фантом доступен, и вы как раз таки в последний момент, в последний, так сказать, вагон запрыгнете и нанесете финальный урон. Все, вроде бы давайте подытожим, какие у нас фишки. Первое, это расстановка Акиры именно по краям карты с той или с иной стороны, желательно с тем героем, который наносит непосредственный урон, чтобы она могла себе спокойно откатывать талант. Второе. Это Эйдрин. Прожатие Эйдрина до прока и после прока. До прока прожимаем его в конец каждого пакта, чтобы максимизировать снятие стаков во время пакта и выживать хотя бы на 1 прокол. А второй прокол уже надеется на то, что нам закинутся щиты. Ну и третья фишка — это сам фантом. Попробуйте поставить фантома, так как я вам рекомендовал, на противоположную сторону, чтобы он также бил 2 стороны. И, возможно, эта максимизация урона будет еще больше, чем мы набили, потому что, на секундочку, это самый сильный урон физической фазы сейчас, на данном этапе, по крайней мере, в мире, с 3-й Акирой, которая нанесла 1,3 миллиарда урона. Поэтому как будто бы знаем, о чем говорим, рекомендуем, используйте. Поэтому сейчас запускаю вам битву, смотрите, как здесь что происходит, и встречаемся в конце, посмотрим, как одеты герои, и будем заканчивать ролик.
on face days, but they're not. Ну и теперь показываю шмот и буду комментировать. Короче, Претус стандартная капля, характеристики вы видите на своих экранах. Также вот давайте проклацаю вам шмот. Здесь никаких зачарований, ничего такого нету, потому что зачарование тоже важно. К примеру, если мы будем брать пушки и браслеты, их можно зачаровать, если они древние особенности, да, добавить на них, так сказать, разновидность. Поэтому сейчас прокомментирую некоторые из них. Характеристики Валары на ваших экранах. Прокликаю вам еще раз шмотки. Атака, критурон не брезгуем, потому что критурон тоже важен на такого рода контенте, как Матрица. Дальше, вот как вы видите, у нас табуретка. Видим, что здесь у нас просто агрессия, поэтому здесь ничего такого, чтобы какой-то майндгейм включать не нужно. Характеристики вы видите, шмотки я вам проклацал. Пожалуйста, очень заряженная табуретка на самом деле. Для 400-500 плюс дней игры очень сильная. Эловин здесь хпшки даем, атаку, скорость атаки, эффект исцеления. То есть подбирайте так, чтобы у вас герои жили, потому что мы игрались, и Эловинка с лучшими статами, как казалось бы, по хилу, и скорости больше, и эффект исцеления больше. А героиня, которую нам нужно было защитить, это была табуретка, она просто брала и умирала, и непонятно почему. Поэтому здесь важно просто подгадать шмот, при которых у вас герои будут жить, и не всегда лучший шмот — это гарантия того, что у вас будет лучший результат. Все, здесь разобрались. Дальше Суню-кун такого вот плана, просто капля, ничего сверхъестественного. Эзарет. Эзарет здесь одет в катаклизм, также артефакт рекомендуется ему хладное пламя, чтобы как раз таки босс, когда бил Эзарета, чуть-чуть снимал стаки, чтобы Эзарет вне пакта не сильно дамажил. Ну и в пакт очень сильно дамажил, поэтому вот, пожалуйста, характеристики такие вот. Шмотки я вам прокликиваю. Восстановление ярости Эзарету вообще не нужно, это просто такая шмотка. Здесь все, посмотрели бонусы, погнали дальше. Магда. Магда катаклизм, зараза ненависти, характеристики на ваших экранах. И желательно хотя бы одну бижутерию ей на критурон навалить. Дальше, Вельзевул здесь 5-я пробуда. Здесь, пожалуйста, самый лучший именно прок на героев с вдохновением — это после размещения повышает атаку на 5%, потому что атака считается от общего значения характеристики атаки героя на поле боя. Не то, что у него там в белой базе, да, а общая. И белая, и зеленая, и пантеон, и лидерка. Ну, не знаю, что из этого считается, что не считается, но в общем остатке это куда больше, чем любой бонус агрессии. Ну и такие вот статы, как вы видите, на шмотках. Финалку вы увидели, погнали дальше. Розалия здесь 5-я пробуда. Здесь у нее как раз таки есть особенность беспощадность, которая повышает урон на цели, которые под какими-то оглушениями, состояниями обездвиживания, заморозки и прочее. То есть это тоже у нас будет влиять на показатель урона. 5% вроде бы звучит слабенько, но на протяжении всего боя, поверьте, эти 5% очень хорошо бустят урон. Как вы видите, здесь у нас вот такие вот характеристики, вот такие вот паучки, тоже все неплохо. И финалку тоже вы видите, 67% восстановления ярости на героине. Ну и Деми. Деми очень важно навалить скорости атаки, ну и плюс-минус жизни дать, потому что очень любит отъезжать девочка. Вот такие вот характеристики, пожалуйста. Одна бежа на атаку, одна бежа на СА, одна бежа на критурон. Здесь злая месть, в принципе, все, что вы видите на ваших экранах, и финальные характеристики. Ну и теперь физическая фаза. Элдер, 2-я пробуда. Здесь у него, пожалуйста, как вы видите, через 60 секунд после размещения базовые характеристики на 3%. Это на самом деле тоже неплохо влияет в целом на повышение урона героя. Ну и все остальное у нас просто статы. То есть адский рев плюс злая месть. Все прекрасно. Характеристики вы видите на ваших экранах. Следующий герой — это Эйдрид на 5-й пробуде. Здесь у нас комментарий быстрый, но очень важный. Злую месть не рекомендую одевать, то есть одеваем его в астральный страж с дамажными характеристиками, чтобы здоровье было прям, ну, с запасом, потому что 109 тысяч нам не хватало, некоторым хватает.
Мы переодели вот такой вот вариант. Он набил не хуже, чем со злой местью, а то даже на 5-10 миллионов урона и выше. И очень даже хорошо жил, мы особо не переживали, что он там где-то уезжает. Надеюсь, на автобитве на следующей неделе он не будет умирать, потому что такое бывает. Дальше, Эстрид песни ада, плюс злая месть, зараза ненависти, финальные характеристики и вот такие вот шмотки. Шмотки здесь, конечно же, отборные, бархатные, ну, помимо, кроме вот этой. Давайте дальше. Гуань Юй также одет в песнь ада, здесь его именной артефакт и вот такие вот характеристики. Как вы видите, здесь у нас есть чуть-чуть урона дополнительно, не очень сильная такая разновидность. Ну а все остальное, вот вы видите, тут получается все 3 шмотки на атаку и злая месть вот такого вот формата. Акира здесь одета в магию души, и сразу скажу, что тут вот прям на ее урон очень даже неплохо повлияли разновидности пушки, которая повышает наносимый призванными существами героя урон, а фантом это у нас существо, поэтому бустим урон фантома, фантом наваливает нехило, ну и плюсом повышаем урон по врагам под действием замедления, 5%, повторюсь, на протяжении всего боя, буст очень даже неплохой. Ее именной артефакт очень и очень сильно бустит ее, потому что повышает атаку по целям, на которых висит касание зимы и заморозку, и Акира тогда начинает наваливать очень бодро. Финальные характеристики у вас на экранах. Давайте проклацаю еще шмот. Вот такой вот очень даже бархатный шмот. Вальдерон здесь одет в магию души. Как вы видите, здесь не обязательно его там что-то одевать в крит урон, как бывает одевают, но тем не менее он сам по себе особо урона не наносит, он больше дебафает босса, а если дебафает босса, дебафает всю карту. Поэтому вот такие вот характеристики, плюс-минус одевайте так, сет я не думаю, что сильно критично важен. Давайте дальше. Досоми у нас это обязательно либо капля, либо же крылья милости. Вот такие вот характеристики вы видите на ваших экранах. Восстановление ярости тоже не брезгуйте давать. Эффект исцеления, скорость атаки, атака и здоровье. Вот самые важные аспекты, которые позволяют ящерице жить. Ну и, естественно, его именной артефакт желательно, потому что он довольно-таки неплохо раскрывает эффекты его таланта. Ардея здесь 5-я пробуда, магия души плюс злая месть, расколотый эфес, как вы видите, вот такие вот характеристики, вот такие вот финальные характеристики героини, и здесь у нас вы видите какие шмотки. Давайте дальше. Дурза, 1-я пробуда. У Дурзы здесь бархат, агрессия. Хотя можно было бы и 5% получить, было бы еще лучше. Но как будто бы что есть, то есть. Финальные характеристики здесь. Крылья милости, либо прилив сил, что у вас будет, так как у нас Дурза накладывает вдохновение. Артефакт слеза сумерек, который повышает атаку. Чем больше атаки, тем лучше вдохновение. Ну и Эйрлис. С Эйрлис также пришлось поиграться, потому что она у нас здесь без лорда. И жила она плохо, потому что там, когда было у нее 29-30 тысяч здоровья, уезжает она под конец боя только в путь. 16600 атаки, скорость атаки, эффект исцеления, все это даем. Восстановление ярости не обязательно упарываться. 16600 атаки достаточно было, чтобы держать Эйдрина, себя, ну там Эстрид с Акирой тоже. Вот такие вот характеристики в шмотках. Бархатные, нам повезло прям в момент настройки пачки. Протачивалась вот эта тушка и прокнула с первого раза красиво. Ну и шмотки вот такого вот формата. Здесь вот вы видите Main OZ Stat. Ну и артефакт, естественно, Спектр Севера, чтобы периодически превращать в щит избыточное лечение. Для чего? Для того, чтобы Эйдрин выживал от прокола. Итак, земляне, вот такая вот пачка. В принципе, по героям единственное, что удивило, вот это вот Акира. Очень классно она себя показывает и очень прикольная ее вот эта вот механика, где она бьет на всю карту. Надеюсь, данная фишка является именно фишкой, не каким-либо багом данной героини. Поэтому пользуйтесь, максимизируйте свой урон. Отдельная благодарность Воджику за то, что предоставил аккаунт для пробития данной цифры. Поздравляю его с первым местом в общемировом рейтинге на данном этапе. Пачку есть еще куда усовершенствовать, хотя в принципе 250 пробито уже в принципе престиж. Также хочу поблагодарить Артема, он же Кеноби, который предоставил саундтрек, который вы слышали весь этот видос. Гильдии Gotham City передаю огромный приветик. Трек реально прикольный. Если вдруг кому
захочется заиметь его себе в коллекцию, я напишу в описании к данному ролику название данного трека. Ну и что, земляне, вперед одевать своих героев и покорять матрицу. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк данному видосу, если он вам понравился, ну и поделиться им с друзьями, с сокланами, повысить свой урон, начать убивать матрицу, если вы вдруг этого не делаете. Ну и также не забывайте писать в комментариях, что вам из этого всего, что вы увидели здесь, непонятно. Ссылки в описании оставляю, свой телеграм-канал, подписывайтесь туда, все самые свежие новости, промокоды, информация от разработчиков, всем этим делюсь с вами именно там, поэтому там эксклюзивный контент, подписывайся и будь в курсе событий. Также есть чатик, вдруг тебе захочется поделиться своим опытом, либо научиться играть и получить помощь, тебе там ее предоставят. Я Планета, с вами прощаюсь, не забывайте играть в Watcher of Realms красиво. Увидимся, когда увидимся. Пока-пока.